Протезы рук не должны выглядеть антропоморфно. Моя любимая часть — не делать все с нуля. Здрасте, с вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. В гостях у нас сегодня Костя Дебликов. Костя, привет. Привет. Ты говорил, что у тебя есть идея крутого протеза, который мы могли бы сделать. Что это? Да, я устал от того, что все производители протезов отказываются от идеи как-то экспериментировать и дурачиться. Все хотят сделать протез максимально похожий на руку. Давайте, значит, если протез, то 5 пальцев, еще это какая-нибудь перчатка под кожу натянутая. И все это выглядит, во-первых, довольно скучно. Во-вторых, вся вот эта вот существующая ныне протезная техника, она работает довольно примитивно, от 2 электродов, которые к мышцам прислоняются. И вся эта история, она позволяет только, по сути, открывать и закрывать протез. А если у протеза там даже много пальцев, то все равно управление им происходит там через смену хватов, и ты точно так же при помощи этих 2 мышечных сигналов там открываешь протез, допустим, в кулак или там вытягиваешь указательный палец, но все это не интуитивно, все это методом перещелкивания или там через какого-нибудь мобильное приложение, на котором ты должен выбирать, во что у тебя сожмется рука. Все супер неинтуитивно, тупо и непонятно зачем. Что будем делать? Хочется сделать протез, который бы показал, что при помощи этих 2 мышечных сигналов можно управлять не только пальцами, но и какими-то штуками поинтереснее, например, щупальцами. Тентаклю будем делать. Старые, добрые, навеянные кентаем, что уж скрывать, история, которую хочется попробовать в жизни. Мне нравится. У нас есть проблема, у нас есть задача. Погнали! Захотел сегодня побыть на машине, взял и поехал. Тоже можешь взять себе тачку покататься, как ролик досмотришь. Удобно взять машину в аренду через Яндекс.Прокат в приложении Яндекс.Гоу, а тебе со скидкой 10% по промокоду Крастер10. Сможешь сравнить цену различных партнеров и выбрать самую удобную по условиям. Редкие, необычные и машины мечты — все там. Есть доставка до пользователя в Арике без депозита и с расширенной страховкой. Тебе зайдет. Все понял? Выходи из машины. Промокод схватишь по ссылке в описании. Конечно же, мы не могли обойти стороной протезы и экзоскелеты. Это обожаемая многими технарями тема, настоящая дойная корова для крутых проектов. И мы уже не раз дергали ее за соски. Если ты забыл, то напоминаю, на канале лежат видосы про пневматические мышцы, про роботизированную руку Вортигонта на мио-датчиках и даже про тентакли. Там мы делали пневматическую щупальцу из силикона и пытались хоть как-то ей управлять. Получилась какая-то неадекватная пневмоприлипала, но на просторах интернета есть еще дохерища крутых изобретений таких же DIY-щиков, как мы. Люди повторяют различные протезы из игр, кино и даже комиксов. Некоторые сами себе делают протезы на свой вкус и цвет, потому что могут. Не знаю, откуда это взялось, но почему-то любой персонаж с роборукой выглядит офигенски. Вспомни Джонни Сильверхенда из Киберпанка, Эш из Зловещих мертвецов, Робокопа, у которого протез всего, кроме лица, ну или доктора Октавиуса из Человека-паука, который ближе всего к нашей сегодняшней теме. Все эти приколы называются протезами, то есть полной заменой конечностей, и неважно, управляется ли она электричеством или прикреплена как муляж. Если же какая-то похожая на протез конструкция надевается поверх конечности и дополняет ее, то называется это уже по-другому — экзоскелет. Например, костюм Железного человека. Под всем известной броней скрыт самый настоящий экзоскелет, который в разы увеличивает силу человека. Но есть еще эндоскелеты. Это когда конечность заменяется искусственной изнутри, то есть буквально новый скелет. Например, Терминатор и его культовый эндоскелет модели Т-800. Символ расцветки киношной научной фантастики 80-х. Ладно, что-то меня унесло. Зато теперь ты знаешь разницу и сможешь поддержать диалог с... хер знает с кем, только если с таким же технарем-задротом, как я. Вернемся к захватам для протезов. Их тоже навалом, но, как и говорил Костя, все они выглядят как робо-клешня или же как кисть человека, что по сути тоже клешня, но просто более развитая. А значит, у нас есть полная творческая свобода в выборе конструкции тентаклей для протеза.
Думали над тем, как должна выглядеть тентакля. У осьминогов она работает по принципу тому, что у них вся конечность — это мышца. Она же, кстати, еще и мозг при этом. Сумасшедшие твари. Но еще думали над тем, какие вообще формы захватов могут быть. Вот у этих роботов-долбов. Вот такая вот форма. Это сделано по принципу насекомых. Жвалы они называются такие. Но проблема вот этих жвал — очень маленькая точка контакта. То есть буквально на остриях вот этих вот штук можно что-то схватить. И из-за большого вот этого вот рычага здесь получается, что и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. И есть минус в том, что ты не можешь обхватить ей какую-то промежуточную форму. То есть либо то, что подходит сюда под размеру, какая-нибудь коробка, либо вот этими контактами. А они скользят, поэтому нам это тоже не нравится. Бывают еще вакуумные захваты, которые работают как управляемые присоски. В промышленности много где юзаются, особенно на конвейерах. У тентаклей осьминога тоже такие есть. Этот восьмипалый инопришленец одной своей присоской способен создать отрицательное давление почти в 2 атмосферы и удержать 2-килограммовую гирю. И это только одной присоской, а у него их почти 2000. Было бы клево и в нашем протезе такие штуки использовать, чтобы уж точно ничего из рук не выпало. Но проблема в том, что надо еще вакуумный насос, шланги, всякие датчики, клапана и прочую ересь. Куда все это вешать? Сколько оно будет весить в килограммах? Да и надо ли это вообще? Пойдем более утилитарным путем. В промышленности, например, есть не только грейферные захваты, так называемые, но еще и всякие хитроумные штуки, типа разрабатываемых бионических тентаклей. Была даже новость, что ученые совместно с инженерами наконец-то сделали поверхность, имитирующую кожу геккона. Я видел видос, где чуваки пытались повторить это в мастерской в качестве эксперимента, но у них не хватило миниатюрности размера. Там крохотные вообще тончайшие пленки используются. И работают они по принципу вот этого человечка-прилипала, который очень хочет, но не может отлепиться от стекла. Только там вместо прилипающей силы по плоскости у них очень много тонких пластинок, которые чуть ли не на каком-то квантовом уровне прилипают. Хотя здесь тоже, но это все электричество, поэтому нас сегодня это не интересует. Интересует нас сегодня механика по большей части, а именно как щупальцу-то делать. Да все просто. Просто берем и пиздим. За нас уже давно все придумали, поэтому все, что остается, это немного погуглить. Нашли вот какую-то заумную статью про то, как модель щупальца описывают математически. Долго изучали материал и спустя некоторое время поняли, что она на английском. Да и картинок почти нет, поэтому отправились смотреть видосики. Этот этап прошел чуть более результативно. Нашли ролик от китайского университета про гибкие щупальца. Там видно, что в свернутом виде она идеально закручивается сама в себя и способна хватать вообще чего угодно. А управляется всего лишь 2 нитками. Это то, что нужно. Делаем макет 1 к 1, чтобы убедиться, что китайцы не наебали нас с геометрией. Картонный прототип вселил в нас надежду на успех с такой формой. Так что сразу печатаем ТПУ пластиком, это хинтайское отродье, и можно идти дальше. Или нет? Казалось бы, давайте сделаем щупальцу, которую будем тянуть за одну сторону, затягивая, она будет сжиматься. Что может быть проще? Но, как обычно, все как обычно. Везде геморрой. Короче, сделали первую форму, сделали перемычки, сходящиеся ширины, сделали уменьшающиеся вот эти сегментики, напечатали первым ТПУ и... еле-еле она вообще сгибается. То есть она слишком жесткая, и перемычки надо уменьшать еще к самому концу, чтобы она работала правильно. Окей, сделали это. Вторая версия. Начинаем давить. И она все равно не до конца сходится. Это говорит о том, что либо нам еще геометрию уменьшать, но она будет уже терять в прочности, либо переходить к другому материалу, к другому ТПУ. Несмотря на это, даже сейчас вот этой штукой можно схватить какой-нибудь цилиндр диаметром примерно 60 миллиметров. Ну, очень много сил уходит. Поэтому будем дорабатывать. Все равно пришлось подгонять китайскую геометрию сегментов под наши нужды. Но основной принцип остался тот же. Так что, по сути, все дело тут в материале. Пришлось заказать на пробу более мягкий тип ТПУ пластика. С ним щупальце стало намного приятнее ощущаться, если вы понимаете, о чем я. В руках тоже хорошо лежит. А главное, скручивается плотно, чего мы и добивались.
Итак, задача нам понятна, попробуем что-то изобразить. В помощь нам Костя передал вот такой вот протез Бионика во всей своей красе. Постараемся изобразить из него что-нибудь. Моя любимая часть — не делать все с нуля, а что-то взять и что-то модернизировать или переделать какие-то запчасти. Здесь я вижу какая-то механика. Ну что ж, передадим нашим техникам для изучения. Как только к нам в руки попало это чудо техники, мы сразу заметили, что под силиконовым чехлом спрятана все та же клешня. Причем мизинец и безымянные пальцы были чисто бутафорскими. Управляются здесь только большой, указательный и средний пальцы. И все они шуволятся всего одним моторчиком, который тупо меняет направление вращения. То есть ничего сложного тут нет, и выбор у нас небольшой. Мы просто подсосемся к родному мотору протеза и заставим его вращать катушку с ниткой. Для этого нам нужно было распечатать всего пару деталей для крепления этой катушки и самой тентакли. Мы уже позвали Костю, чтобы он затестил первый варик щупальца и рассказал об ощущении. Возможно, придется что-то подправить. Все это немного напоминает нашу лодку с рыбьим хвостом. Что щупальца, что хвосты. По конструкции они очень схожи. Такие упругие подвижные механизмы могут сгодиться и для хвоста какой-нибудь робо-рыбы, например. Но сегодня не об этом. Пора уже включать протез и смотреть, что удастся схватить. Пока тестили прототип, пару раз слетала нитка с катушки, да и датчики мышечных импульсов вели себя как-то странно. Иногда щупальце не останавливалось и начинало перетягивать нитку. Пришлось подкрутить чувствительность и перепечатать катушку. Также поработали над внешкой, добавили защитной кожу, чтобы случайно не разъебать шестерню. Еще пытались увеличить сцепление на внутренней стороне щупальца с помощью силикона, но каким-то хером за целую ночь силикон даже не подумал схватываться и так и остался лежать жидкой мазнёй на пластике. Почему он не застыл, так и осталось загадкой. Может, пластик как ингибитор работает. Несколько раз попробовали, и все одна херня. Остатки силикона просто вылили на противень, может, найдем ему применение как своего рода чехол. Ну и в конце концов, зацени, что получилось. А я вам напоминаю, что наш мерч можете купить по ссылке в описании. Например, футболки суперплотные из хлопка с принтом, сделанным шелкографией от художника панковских клипов. Не менее охуительные худаки с премиальной вышивкой, которая переживет хрен знает сколько стирок. Она вообще вечная, притом ткань настолько плотная, что весит он в районе килограмма. Мерч получился настолько качественный, что это не просто поддержка нас, это реально охуительная вещь сама по себе. Брелочки из нержавеющей стали, они вообще вечные. Нашивки 5,7 см на клею и на велкро-липучке. Наша фирменная разработка. Карандаши разметочные, столярные, строительные, с линеечкой. Их можно использовать как штангенциркуль. Также мы добавили товары со старым лого, носочки из 100% хлопка и эмалированные кружки с нанесением горячей деколью. Ты ее хрен чем сотрешь, только скалывать. Не упусти свой шанс зацепить. Здравствуй, Костя, еще раз. Привет. Прошел всего-навсего месяц разработки, и у нас есть для тебя некое изобретение. Зацени, как оно выглядит. Мне очень сильно нравится, сразу. Ты увлекаешься аниме? Ты можешь вот так немножко поделать? Это круто. Это, как минимум, это странно. Но это не первый наш опыт работы с тентаклями. У нас уже как-то был прототип, который мы сделали с присосками, который шатался туда-сюда и прилеплял. У меня, кстати, тоже был протез тентакли, только он был обычный такой, резиновый, и можно было только шлепать, и он не двигался вообще никак. Это что-то из разряда фистинга? Что-то.
история умалчивает, я понял. Эту штуку было достаточно интересно разрабатывать, потому что, ну, как минимум, необычная форма. Жестко вообще. Она не похожа ни на один какой-то там технический манипулятор. Что я все вокруг да около хожу, давай тестировать. Бэмц. Ну чё, кайф. Работает. Оно работает. То есть ты уже сам... Да, точно так же, как я открываю-закрываю протез, при помощи этих же двух мышц я могу в одну или в другую сторону двигать вот эту штуку. А у нас вообще предусмотрено, чтобы она в обратную работала? Она может работать в обратную, но там особо ничего не зажато. Ну, хватать, в общем, лучше внутрь. Да. Как ты себя ощущаешь? Да круто, вообще. Мне очень сильно нравятся неантропоморфные всякие протезы, потому что я считаю, что 5 пальцев сейчас, ну, на данном этапе развития систем управления, какие есть в протезах, 5 пальцев — это излишнее. Это очень сильно добавляет и стоимости, и веса, и возможности поломок и так далее. Все эти 5 пальцев, крутые там протезы пятипальцевые, какие нам показывают в красивых роликах. Все эти пятипальцевые протезы, они, ну, в них нет смысла особо. Это все управляется при помощи тех же двух датчиков, и никакой свободы управления 5 пальцами все равно нет у людей. Поэтому, ну, если мы не делаем какие-то вот такие обычные однохватные хваталки, то почему бы не поэкспериментировать и не сделать хваталку, которая будет, например, в виде щупальца. Это крутой концепт. Протезы рук не должны выглядеть антропоморфно. Вот как бы такая у меня есть теория. И круто, что мы можем сейчас прямо в деле что-то посмотреть, как это работает. Слушай, мне кажется, делают похожими на руки, ну, чтобы не привлекать внимание, в первую очередь. Ну, никто, ну да, и нет, конечно, история. нет ни одного человека, который теряет руку и говорит, типа, а теперь у меня будет там клешня или щупальца. Все хотят, первая реакция, сделайте мне как было. Сделайте мне максимально так же. Я бы хотел, с одной стороны, клешню, с другой шуруповерт, чтобы он крутился. Если скажешь, мы тебе нож-кабар сделаем на байонете, чтобы подключался, чтобы можно было колоть врагов. Блин, вообще неплохо, кстати. Я давно хотел себе нож, вот именно, чтобы у меня... Протез-нож? Да, потому что у меня, ну, на кухне, как бы, зачем мне держать протезом нож? А я говорил, надо набор делать, типа нож, молоток и шуруповерт, прям вот даже без аккумулятора. Да, прикинь, у тебя такая штука была бы, такой... Да. Ну, вот бензопилу же делал этот Дмитрий Павлович недавно, который работает точно так же от двух мышц. Типа, он сжимает одну мышцу, и она, типа, начинает... Из Дипилапс, который? Из Дипилапс, да, у него был ролик. Привет ему, думаю, Да, доедем. Дмитрий Павлович. Мое почтение. Ну что, давай попробуем что-нибудь похватать. В первую очередь у нас... Нет, в первую очередь бутылка, конечно, потому что это первое, что хватают обычно люди, которые живут с инвалидностью в России, так скажем. Я напомню, что задача у нас была такая, чтобы сделать протез, который, ну, во-первых, выглядит прикольно, во-вторых, который мог бы схватить и маленький предмет одновременно, и большой предмет. Потому что, например, с каким из них у тебя были траблы в маленьких предметах? Ну, вот эта штука, да. Вообще протезы с пальцами, ну, с так-то я возьму, если я внимательно пристроюсь, как бы, и тогда я смогу взять. Другое дело взять со стола, да. Вот это с этим, как бы, будут проблемы, потому что пальцы, как бы, друг другу навстречу идут. Есть радиус, да. Да, и они, как бы, отталкиваются. Ага. В общем, сложно брать. Я понял, плоскости враг твой. Не будем. Да. Здесь ты можешь схватить за горлышко. Да. И мне очень круто, ну, прям классно. Во-первых, это красиво. То есть очень красиво он прямо обнимает бутылку и прямо скручивается вокруг Есть нее. некий прикол в этом. Это вообще очень, ну да, эстетично. А за большой радиус... Да, пробуем. Я не могу помогать, надо провести чистый Не, тест. нормально, смотрю. Уверена? Угу. Вот это реально же протез для вечеринок номер 1. То есть, ну, прикинь, вот такой чувак заходит в бар. Кайф. Бармену и говорит. Сильно. Так. Давай, что, вот и у меня... Давай, смотри, попробую с стаканом. Вот с бумажным, кстати, даже ухватистость, цепкость будет еще выше. Ну, то есть комфортно. Он работает. Не, это все вообще... Ну, то есть очень многие протезы, знаешь, которые делают, например, в Китае или еще где, бионические, они как бы, ну, это тот же уровень, как бы. То есть они точно так же легкие предметы, например, только могут хватать. И, то есть в этом смысле это уже в каком-то смысле даже конкурентоспособно со многими протезами на рынке. Так что... Понятно, что какая у нас там третья итерация, еще штук 7 надо. Эксперименты с материалами.
Я бы вообще сделал все вот эти штуки титановые, 3D напечатанные, чтобы они были легкие, прочные и какие-то там еще шарнирчики внутри предусмотреть. Сами тяги тоже можно из какого-то хитрого материала придумать, вставить в отверстия специальные втулки какие-нибудь, может быть, керамические, чтобы увеличить. Поиграться с моторами, поиграться с механикой. Мы же обладаем чисто 3D-принтерами, каким-то минимальным набором по металлообработке. И, это как концепт. Да, он странно выглядит для кого-то, но хватательная способность из-за его геометрии имеет место быть. То есть, как минимум, люди, которые занимаются протезированием, могут в эту сторону подумать. И за это тебе большое спасибо. Да, это вам спасибо, ребята, за то, что у меня давно была идея в голове именно концепта протеза щупальца, потому что, опять же, пальцы не так необходимы, на самом деле, людям без пальцев. Им необходима возможность захватывать предметы надежно и уверенно. А уж делается это пальцами, какой-то клешней или щупальцем, это дело десятое. Давай посмотрим на маленькие предметы, которые лежат на столе. Тут я думаю, что сложновато. Будет сложно, потому что он будет... Тут вот есть момент подгиба кончиком. Прикольно так вообще. Вот, то есть... Я понял. Есть момент, когда он этим кончиком же ее и вот проталкивает вперед, из-за этого он ее не может. Вот. Да, я понял. С этим сложно. Опять же, и этим протезом я точно так же не смогу поднять одним хватом. Вообще, это супер фича для протеза, если он может поднять с плоской поверхности маленький предмет какой-нибудь. Это очень мало протезов в мире способны на это, скажем так. Поэтому в этом смысле понятно, что протез это... Стой, подожди, а если между каких-нибудь граней она попадет? Да? Ага. Давай, кстати, хорошего. Почти. Почти, да. Кстати, давай попробуем куда-нибудь, может, пошире. Нет. Да, плоскости история тяжелая. Сложно, да, сложно. Мы подготовили другое устройство, которое может победить эту проблему, или упростить. Это пенал для вертикальных вещей. Отлично. Мы запатентовали его. Это все классика, да, потому что все предметы так или иначе... Надо еще доработать. Трапециевидной формы. Пенал, конечно же, тоже. Опять же, да, фиксирует нормально. Понятное дело, что работать таким напильником в протезе не нужно. Но, опять же, нет таких протезов, какими было бы удобно работать вообще хоть каким-то инструментом, который здесь есть. Удобнее всего, когда инструмент, например, молоток или отвертка, являются продолжением конкретно тебя. То есть, если у тебя вместо пальцев здесь находится уже отвертка, тебе не нужно думать о том, что у тебя протез может ее выпустить. Тогда ты будешь уверенно что-то этой отверткой крутить или молотком забивать. А если ты все время думаешь, держит ли у меня уверенно сейчас протез молоток, например, который вот так вот, и он может выскользнуть, и может произойти что-то страшное, то это неудобно. Поэтому, в принципе, в протезах, в бионических или в тяговых, в принципе, люди обычно не работают инструментами какие-то, они обычно себе прямо для работы делают прямо, в духе инспектора гаджета протезы, знаешь, с большим количеством насадков. Да. У тебя либо молоток, либо отвертка и так далее. Попробуй зажигалку взять. Давай. Получится ее поджечь? Да. Опять же, я думаю, не получится это сделать при помощи одной руки, но это точно получится сделать при помощи, допустим, второй руки. Тут, видишь, я немножко читерю, потому что ее, сила сжатия, то есть она проталкивается немножко, когда я нажимаю, поэтому лучше к себе прислонять, да. То есть мы в финальной точке конструкции этого протеза пытались сделать специальную намазку силиконовую, чтобы увеличить захват. Но проблема в том, что наш силикон, который мы использовали, и вот этот материал, они несовместимы, он не женится. Он не застывает, то есть он прилип, но вот эта штука является ингибитором силикона, которая не позволила ему застыть к твоему приходу. Но, в принципе, это можно улучшить, то есть сам захват, он здесь и так получился достаточно с таким большой силой трения, но, видишь, да, кусочки вот эти.
Это как раз вот эта вот силиконовая кожа. Понятное дело, что чем лучше сами материалы, чем они более цепкие, тем лучше будет протез хватать. Опять же, бывают с этим и проблемы. Иногда, знаешь, на протезы делают силиконовые перчатки, и из-за того, что силикон такой цепкий и плотный, человек в этой перчатке, например, не может куртку надеть, потому что он когда засовывает в рукав, у него просто начинает собираться вся ткань по протезу, и невозможно одеваться людям, они надевают на силиконовую перчатку носок или пакетик, знаешь. Ну, это тоже у любой меры, которую мы добавляем в протез, есть иногда обратная сторона, которая связана с реальным ее использованием. Потому что она... О которой даже не думаешь. Да, это все в быту по мере использования вскрывается. Вообще кайф. Очень клево, что можно даже не дожидаться, пока он полностью скрутится, он уже оборачивается вокруг нее, и можно его поднять. Сможешь ли ты открыть бутылку? Вот это отличный вопрос, давай проверять. Опять же скажу, что далеко не все бионические протезы, и это проблема вообще, это вот говорит об уровне развития современного, так скажем, высокотехнологичного, как они его называют, протезирования. Не все протезы способны выдать такое усилие, которое достаточно для открытия бутылки. Но здесь, мне кажется, все в порядке. Да? Пожалуйста. Нифига. Да, давай, вот, закрутить будет сложнее, потому что я не вижу, попала ли у меня пробка или не попала. Самое сложное в этом, это, кстати, именно... Открыть? Именно закрыть, потому что когда ты открыл, но если у тебя пробка упала, и вот этот вот момент насадить ее на бутылку и попасть в пазы, вот это вот реально челлендж. Давай попробуем поднять ее со стола, я думаю, это может получиться. Да, отлично. Почти. Блин, на самом деле, когда не существует такой проблемы, как... Не знаю, как корректнее сказать, прости меня, пожалуйста. Старая добрая ампутация. Давай да, проблема отсутствия одной конечности. Ты не задумываешься, насколько руки вообще... Офигенный инструмент, да, очень крутой. Связаны с мозгом, и мне кажется, только какой-нибудь нейролинк, короче говоря, вот этот интерфейс связи с мозгом, чтобы была обратная связь с контактами пальцев, чтобы ты понимал, как эту штуку вообще там взять, насколько сильно, в какую сторону там двинуть пальцем, т.д. Короче, с крышкой сложно. Опять же, если мне еще дадут несколько минут, я бы справился. Сколько хочешь времени. Да. Просто да. На самом деле это, моя жизнь. Это так оно и происходит. То есть нужно просто какое-то время. Сейчас попробуем еще как-нибудь. А ты прижми просто вот резиновой плоской частью. И типа так и завер... Сейчас я немножко проверну. Самое сложное момент. По-моему, не получилось, да? Сейчас. Да, она, по-моему, там на виток на другой попала. Да. Вот оно. Реально, то есть, когда ты с протезами рук живешь, то это, любое действие превращается в какую-то прямо, сложную операцию. Пошло, да? Было? Все, сейчас попробуем. Осталось зажать, да? Да. Когда ты пришел к нам и сказал, что было бы интересно сделать протез, который может захватывать и маленького диаметра, и большого, мы все прекрасно понимаем, что речь шла про дрочку. Да, конечно. Как с этим дела? Как сказать? Что с деньгами? Застал меня врасплох просто. Мы вообще не договаривались об этом это обсуждать, так что тут полная импровизация. Я считаю так, что когда-нибудь, когда мне понадобятся деньги, вот сильно, и тогда я сделаю курс в интернете для таких же бедолаг, и там расскажу все секреты. А так, считаю, что джентльмены, или фокусники своих секретов не раскрывают. Я понял тебя. Слава богу, что ты продолжил так, потому что я подумал, когда мне понадобятся деньги, я изобрету протез, который может, ладно, в общем, не суть. Да, например, этот протез отлично придушивает. Понимаешь, что на вторую руку нужно осталось сделать... Да. Я очень рад, что у тебя сохранилось чувство юмора. Давай попробуем...
У меня дрочка из головы не уходит. Я уже рад, что ты до сих пор дрочишь. Я думаю, уже... Я надеюсь на себе, дружище, пожалуйста. Прошу тебя. Ты достаешь такую же штуку, только силиконовую, с кучей отверстий. Для членов называется наше изобретение. Диаметр, поэтому... Ой, блин, хорошо. Так. Давай, да, пробовать инструменты. Сложная история. Ну, во-первых, мы попробуем просто поднять для начала, так чисто испытать по грузоподъемности, потому что весит он килограмма, наверное, 2, да? 2, да, примерно. Ну, нормально, то есть, как бы, никуда не девается. Прикольно будет, да, нажать на кнопку еще. Охренеть, мы сделали штуку, которая прям справляется с задачами. И меня удивляет, насколько хорошо это происходит при совершенно разных предметах. Понятное дело, что можно регулировать даже силу и ее, ну, типа, скорость. Он не быстро сворачивается, но за счет этого есть вот этот вот диапазон кратности сжиманий. Потом чуть пониже взять. Ну, то есть можно прямо контролировать этот момент. Ну да. Если его где-то заклинит в таком положении, то Да, его да, сразу да. Опять же, ну, вывернет. протезы бионические довольно, ну, очень узкоспециальные, и их основная задача, по сути, это просто обслуживать себя минимально в быту и делать какие-то самые простецкие дела. Когда речь заходит уже вот про манипулирование какими-то инструментами, то тут нужно всегда думать, а как именно лучше мне сделать. Например, я бы пользовался бы, если бы шуруповертом, то я бы взял бы его в одну руку, например, в которую меня сжимает лучше всего. И уже, наверное, другим бы протезом бы, или даже культей, наверное, нажимал бы на это. И тут уже, ну, довольно сильно у меня усилия, и тут уже его не вырвет. То есть нужно думать всегда, как именно конкретно, что сделать в твоем положении удобнее. Понял, понял. Ну, в любом случае, мне кажется, если прям жесткая потребность есть, человек обожает сверлить по жизни, у него отсутствует такая возможность, то под него надо делать специальный шуруповерт на гильзе, где сбоку будет аккумулятор, где будет нажиматься вот эта кнопка за счет датчиков, да. И проворот всей этой истории вокруг руки будет, ну, за счет гильзы решаться, и тогда можно будет сверлить. Давай попробуем хардовый левел, это вообще, да. 4-килограммовый. Давай попробуем поднять для начала. Большой шуруповерт. Почему про шуруповерты? Ну, мы же в мастерской. Основные задачи здесь это кстати, держать инструмент. Блин, круто. Ну да, как минимум держать он может. Давай попробуем нажать на кнопку. А попробуй захватить его кончиком вот этим вот с этой стороны. И поднять при этом. Давай попробуем. Ну такое, это всегда выглядит как какой-то трюк, потому что на самом деле в быту подобные вещи, ну, ты будешь делать, конечно же, по-другому, потому что все-таки, ну, протезы не руки. Если надо что-то поднять, то протез может что-то поднять, но если нужно поднять и еще что-то нажать, нет, это обычно не к протезам, то есть они не многозадачные, они обычно вот, у них, они делают одновременно одно действие, вот, надо взять, он держит. А если надо и еще и нажать, то тут надо либо дополнительно второй рукой, либо, ну, в общем, целая наука. Ну, что я в итоге могу сказать? Ждем мозгового интерфейса. О, да. Типа нейролинка с Да. обратной связью. И Да. там уже механика может раскрыться в полную. Да, так вот если будут, ну, реально протезы с нейроинтерфейсами, тогда я могу понять, зачем им нужны 5 пальцев, потому что этими 5 пальцами каждым можно будет что-то делать, и в этом есть смысл. А пока это работает от 2 датчиков, ну, даже щупальца справляется не хуже. Круто. Кость, спасибо тебе Да большое. и вам спасибо, ребят. У меня Спасибо теперь тебе. такая игрушка есть. Ё-моё, я пойду сейчас на улицу. Не знаю, что будет там происходить. Спасибо вам за просмотр. Увидимся через 2 недели. С вами был Костя Дебликов, Даник Растер, лаборатория БНБ. Делаем то, чего еще не делали. Покедова.